Ситуация на юго-востоке Украины, к сожалению, она по-прежнему остается непростой. Нередко фиксируются обстрелы из разных видов вооружений, в том числе из тех, которые должны быть отведены. В результате имеются пострадавшие среди гражданского населения и разрушение жилого сектора. Все это происходит, я имею в виду разрушение жилого сектора, происходит, это всегда и трагично, и несет колоссальный ущерб для гражданского населения, но особенно эти вопросы остро стоят в зимний период. Я также хотела бы сказать, что, к сожалению, прозвучавший 13 января очередной призыв контактной группы к соблюдению перемирия в полной мере не был реализован. И, конечно, все это способствует росту напряженности и затрудняет продвижение по другим направлениям урегулирования. Поэтому одной из важных задач на текущем этапе является безоговорочное прекращение огня всеми вооруженными формированиями по обе стороны линии соприкосновения и обеспечение неукоснительного выполнения ими договоренностей об отводе вооружений. Россия совместно со своими зарубежными партнерами продолжает активный диалог по поиску решений кризиса на Украине. Безусловно, базисом, фундаментом для этого является Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года. Особое внимание уделяется вопросам политического урегулирования. Как известно, 15 января, буквально недавно, в Калининграде состоялась встреча помощника президента Российской Федерации господина Суркова с заместителем госсекретаря США госпожой Нуланд. В Цюрихе прошли переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри, в ходе которых весьма обстоятельно были рассмотрены различные аспекты, можно сказать, все аспекты внутриукраинского урегулирования. 20 января в Минске состоялись очередные заседания контактной группы и ее экспертных профильных подгрупп. Продолжается работа по поиску решений практических вопросов урегулирования кризиса на Украине.